Приветствую, друзья! Наушники от Meyer Audio с малопонятным названием Sika LVX стали уже своеобразной эмблемой топового звука в своей ценовой категории. Сегодня я предлагаю рассмотреть их новую гибридную модель Sika 2V, внутри которой трудится один динамик, целых 4 арматурных излучателя и 2 фирменных микропланарных драйвера. Завязали все это на добротный кроссовер, поместили в удобные корпуса и настроили в уровень с лучшими наушниками на рынке. Да, друзья, я считаю, это лучший звук в нише до $200 США. О них сегодня и говорим. Поехали! Приходит модель в стильно оформленной коробке с изображением графика ЧХ на боковой части. В комплекте была инструкция, хороший круглый бокс, пенки и 2 набора очень простых силиконовых амбушюр. Вместо них я, естественно, использовал КБ-07. Кабель на вид солидный, он толстый, плотный, витой, с системой из сменных штекеров и сопротивлением на каждый жил всего по 0,13 Ома. Менять такой точно не нужно. Чашечки здесь полностью из гипоаллергенной смолы, небольшие по габаритам, с металлическим звуководом, отверстием для компенсации, направленным вверх и интересно так оформленной внешней частью. На вид они ничем не отличаются от решений за $600 и выше. Смотрится это реально круто, сидят они удобно, да и тактильно настоящий кайф. Вот так, друзья, это и выглядит. На измерениях у нас довольно вальяжный по скорости затухания импульс, незначительные расхождения между каналами и искажения в пике, достигающие 1%, что четко укладывается в норму. Фаза нормальная, а водопады на 30 и 60 дБ вы можете изучить на соответствующих графиках. По АЧХ же мы имеем подъем низких частот на 11 дБ, предельно ровную нижнюю середину, абсолютно корректный подъем на области разборчивости, пик имитации ушной раковины, еще один на псевдодетализации и максимально протяженные, без потери уровня, высокие частоты. Любо-дорого посмотреть. Как видите, они даже ровнее, чем флагманский T-Audio Oracle MK3 2024 года. Ноздря в ноздрю со знаменитыми Yangin Moonlight и чуть мягче топовых слива SLT6 в состоянии 2.0. То есть настройка просто космос. На слух, и это было для меня настоящим открытием, Sika 2V звучат не хуже, чем T-Audio Oracle MK3, которые 2024 года. Да, без присущей последним изысканности, невероятного уровня прорисовки, четкости и динамики, к тому же с чуть упрощенными текстурами и мелодической частью, но в остальном, друзья, это просто гениально. У тембров есть глубина и объем, акустически оправданный вес, живая насыщенная середина, глубокий и довольно упругий бас и протяженные, но абсолютно комфортные верха, без грязи, рези и сибилятивных призвуков. При этом вся перкуссия, отзвуки и резонансы как на ладони. Все верно. Здесь, как и в моделях из самого высокого эшелона, царит баланс и полная гармония.
Середина не оттеняется, бас не доминирует и не пытается украсить собой акустическое полотно, как и самый верх, для которого микропланарные драйверы стали настоящим открытием. Согласен, планар привносит в звук легкую сухость, да и вообще звучит как-то плоско, но это ровно то, что и нужно для всяких тарелочек, щеточек и колокольчиков. На бас нам вполне логично назначили старый добрый динамик, который привнес с собой и объем, и наполнение, и теплый аналоговый характер. Ну а за середину, и это тоже очень правильно, отвечает несколько фирменных арматурных излучателей. Именно им мы и обязаны за прекрасное разрешение, динамику и явно выраженную мелодическую часть. Да, CK2V сильно в отрыв не уходят, они столь же спокойные и одновременно строгие, как и Oracle MK3, однако сухими или отстраненными я бы их тоже не назвал. Эмоции, если вслушаться, у них через край, но они это не высвечивают и не пытаются как-то излишне облагораживать звучание, как это было сделано, например, в Tengzu Neza. То есть Neza звучат сочнее, в правильном смысле ярче и гораздо эффектнее, но они не такие честные. CK2V же не нужно что-то из себя изображать. Они изначально полны и выразительны, с отличной прорисовкой, артикуляцией и погружением в материал. Естественно, в прямом сравнении героев обзора будет сложно спутать с Oracle за $600, однако за неимением последних, ну или если вы просто не желаете гоняться за топами, CK-LVX на 100% закрывает потребность в качественном звучании. Излучатели в них настолько круто подогнаны, что я не ощущаю ни единой ступеньки или разрыва по текстурам. Потрясающее разрешение, масштаб и, что важнее всего, они дают понимание взрослого, реально крутого звучания, в то время как конкуренты лишь предлагают нам всякие альтернативы. Если задаться целью хоть до чего-то докопаться, то да, звук здесь не особо прозрачен и чист, но это лишь в сравнении с наушниками за $600 или выше. Те же C-Audio Yumi 4 на фоне CK2V на целую ступеньку ниже. Как следствие, эту модель можно рекомендовать как для обычного наслаждения любимой музыкой, так и для звукорежиссеров и разноплановой сценической работы. А значит, и слушать в них можно как рок, металл и электронику, так и все акустическое, живое, сложное, джазовое, оркестровое или иное академическое. Сцена прекрасно рисуется и в ширину, и в глубину, находится на естественном от нас расстоянии, что, кстати, важно для позиционирования, с достойной передачей даже самых дальних музыкальных планов, включая их легкое размытие, как и положено по психоакустике. Ну и, что не менее радует, какого-то особого усиления им не требуется. Однако для полного раскрытия, я думаю, стоит позаботиться, чтобы мощности было хоть с небольшим, но запасом. Ну и уровень остальных компонентов вашей системы тоже должен соответствовать. Если бы я не знал их реальную стоимость, я бы оценил их долларов 300-350. То есть это реально просто гениальное в свою цену решение, уступающее лишь дорогостоящим топам. Шикарная модель, очень вам, друзья, ее советую. Итогом наушники CK-LVX CK2V дорого выглядят, удобно сидят, в меру компактные, великолепно согласованные по излучателям, с просто гениальной настройкой АЧХ и отличным модульным кабелем в комплекте. Звучит модель масштабно, чуть строго, но с прекрасной выразительностью, экспрессией, мелодической частью, разрешением и, естественно, погружением в материал.
Образы здесь живые, четкие, при этом хорошо согласованные по микро и макроконтрасту. Сюда же я бы отнес приятную слуху весомость, насыщенность, глубину и тот самый ценимый всеми аудиофилами тембральный объем. Как я уже говорил, все очень подробно и сверхгармонично. Лучше в этом сегменте, друзья, просто не бывает. Это абсолютный хит, способный вплотную приблизить вас к тому самому дорогому звучанию из верхнего ценового эшелона. Брать непременно, восторг обеспечен. Для меня это теперь номер один в сегменте до $200 США. А на сегодня, друзья, это все. Мы говорили о модели CK-LUX CK2V. Не забывайте про группы ВКонтакте и Телеграме. На них уже пора подписаться. Всем, друзья, добра!